Всем привет! Друзья, вот говорила вам много раз, что в этом сезоне сделала упор на создание такого тропического сада. Вот сейчас июнь месяц, сад набирает размер, и хочу вам показать, как меняется сад. Конечно, хочется показывать вам и радоваться вместе с вами только успехами, но это будет совершенно неправильно. И у меня, как и у любого садовода, бывают и неприятности в саду, и ошибки какие-то. Вот если так можно сказать, что же я наделала, то вот это можно применить к моему клематису. Я вам обещала показать роскошное, шикарное цветение клематиса Диана. Принцесса Диана. Это очень красивый розовый клематис, колокольчиковый. И он обычно в конце мая, в начале июня здесь делает уже такую прекрасную шапку розовых колокольчиков. Но вот первый раз в жизни я столкнулась с грибковым заболеванием, с увяданием клематисов. И с чем это было связано? Это было связано с тем, что я неправильно подобрала соседство. И к клематису, вот сюда, в эту зону, я подсадила криптомерию. Она у меня, конечно, была в приоритете. И сейчас, если придется выбирать, конечно, криптомерия будет главенствовать в моем выборе. Но получилось так, что я закисляла землю для криптомерии, и эта кислая земля попадает к клематису. В кислой земле прекрасно развивается вот этот самый гриб, который вызывает увядание. Но клематис я еще не потеряла. Я вот с самой весны, как только он начал всходить, я увидела проблему. Я начала очень активно с ней бороться, много очень препаратов. И фундазолом я пользовалась, и скором, и специальные какие-то препараты мне давали для клематисов, я даже не запомнила название. И погибнуть я ему не дала. Вот он выгнал все-таки такие более-менее сильные веточки, они не повисают, как при увядании, и выгнали даже бутоны. Так что вот показываю вам, пока борюсь за жизнь своего прекрасного клематиса, и пока он, конечно, не погиб. Ну вот, надеюсь, что получится у меня его спасти и показать вам прекрасное цветение. Ну а теперь от неприятного к приятному, к моему тропическому саду, к моим акцентам. Покажу вам, какие прекрасные канны. Смотрите, как она выросла. Красавица. Здесь она выпустила еще несколько новых отростков. Я очень рада. Скоро будет большой массив с такими большущими красивыми листьями. Канны очень любят воду. Вот это перед вами эреморус. Желтая такая свечечка. В этом году только один бутончик. Но я надеюсь, скоро будет больше. А сейчас вам показываю Элеагнус эббинги Gilt Edge, еще называют лох. Это растение вот выгнало молодые приросты, второй год у меня растет, и вот сейчас эти приросты начали набирать вариегатность. Молодые приросты изначально выглядят вот так, они просто желтые. Но это растение у меня, конечно, стрессует, я его уже приобрела с вот такими вот краями. И еще зима удалась у него очень такая сложная. Ну вот он сбрасывает, конечно, такие пострадавшие листики, и молодой прирост уже вполне здоровый. А вот помните, в феврале еще показывала, в конце февраля расцвел у меня морозник. И вот до сих пор, по сей день, вот так вот выглядит мой морозник. Эта неделя была очень для меня интересная, я получила столько подарков. Ну, самые лучшие подарки – это, конечно же, растения. И вот сейчас показываю вам, посадила сюда пока малышок такой. Это акант. Будет большая розетка. Я думаю, что я ему немножечко местоположение поменяю, потому что розетка будет очень большая. Но вот такой красивый лист у него и красивое цветение. Пересадила его, он был с открытой корневой системой, но он очень прекрасно перенес вообще. Даже, мне кажется, не отреагировал никак на пересадку. Вот будем выращивать. Мне женщина написала в комментарии, есть ли у вас канны. Вот показываю еще зеленая. Эта канна растет в тени, она получает свет, но я переживала, что она не будет развиваться. Но посмотрите, какой прекрасный лист. Видимо, хватает ей полностью света. Вот такая красавица. Я канны ценю в первую очередь за эти огромные шикарные тропические листья. Цветение – это уже так, вишенка на торте.
Сложно представить себе, наверное, южный тропический сад без такого интересного растения. Сейчас это тренд. Самое быстрорастущее дерево в мире – это павловния войлочная. У меня в руках сорт шантонг. Я тоже ее получила в подарок, причем совершенно неожиданно. Красавица. Посажу потом, покажу, куда посажу. Вот это дерево очень быстро растет. За год оно набирает около 2-3 метров. Так обещают, по крайней мере. И его листик может быть до 80 сантиметров, иногда даже до метра. Я видела в интернете фотографии, где на листе лежит, наверное, полугодовалый ребенок, и лист намного больше. Очень красивое дерево. Морозоустойчивость у него до минус 27 пишут, и кратковременно до минус 33 держит. Вот такое интересное дерево, такие интересные сюрпризы. И сейчас набирает второе цветение, вторая волна у глицинии. Вот эта глициния, она классная, я ее очень люблю, она меня прямо радует, она обильно цветет весной, а потом в течение всего лета до морозов она выгоняет такие более маленькие стрелки, но все равно нарядные, красивые. Я ее очень коротко застригаю. Вот она выгоняет плети, я ее раз и формирую либо на штамбе, вот здесь, либо на арке тоже коротко обрезаю ветки, и это стимулирует, и она выгоняет новые побеги. Сейчас в саду начинают расцветать лилии. Очень люблю лилии, стараюсь каждый год несколько новых сортов подсадить. Они такие яркие, нарядные. Очень люблю, когда лилии еще и ароматные. Вообще сад всегда должен наполнен быть ароматами. А посмотрите, какая сейчас прекрасная пижма, как она красиво и нарядно выглядит. Вот я ее просто обожаю, любуюсь из окна дома. Так красиво. Это высокая пижма, очень высокое растение. Но когда она растет вот у меня в центре, получается, композиции, и не акцентируется внимание на самом вот этом кусте, а так красиво вот эти стрелочки, кстати, она очень хорошо держит, в принципе, свои вот эти соцветия. У нас были очень сильные, прямо тропические какие-то ливни. Куст развалился под тяжестью, и я думала, она даже не поднимется. Но вот смотрите, она растет прекрасно, я ее не подвязывала, никак не закрепляла. И вот так они нарядно выглядывают вот из этого моего цветочного массива. Очень мне нравится, а внизу желтый очеток цветет, и получается такая монокомпозиция цветовая. Вот я очень люблю такие решения. Вот желтая пижма, желтым цветет очеток, сзади желтая бузина, прошу прощения, берючина ауреа. И вот эта желтая композиция, и сзади прямо на фоне цветет у нас опять-таки жимолость каприфоль с желтым цветом. Вот такая интересная получается группа. Посадила такую интересную рудбекию. Сзади растут лилии. И вот здесь у меня поднимается, я вам ее, наверное, еще ни разу не показывала, она у меня все время тут в цветах в каких-то. Это туя филиформис. Такой тоже взрыв на макаронной фабрике. Такая лохматая, как леший в саду. А вот посмотрите, как набирает объем злак. Это пенисетум лисохвостный. Этот у меня коричневый цвет колоска будет. Вот хотела сюда посадить такую большую, чтобы была такая куртинка, такая кочка. Потом это очень красивые такие соцветия. Мне нравится очень сочетание вот такого сизого кипариса. Здесь у меня скумпия прекрасно продолжает цвести, моя Янг Леди. И вот группа получилась очень интересная. Вот в сочетании в таком цветовом решении. Она очень такая элегантная, достойная, не кричащая. А вот помните, показывала вам, начинала расцветать лилия, и вот уже распустились бутоны. Какая она красавица! Ну и, конечно, раз тропический сад, обязательно ленкоранские акации.
Это огромные просто темпы роста. Смотрите, это уже дерево, она такая красавица. Вот сейчас мы снимаем, а вечер, и у нее уже листики складываются. Каждый раз показываю, но я их просто обожаю. Ну и, наверное, вот одна из самых тропических зон моего сада, хотя, в принципе, набирает оборот уже каждый уголочек. Вот смотрите, какая красивая вариегатная канна с желтой вариегатностью. Она уже такая большая. Я смотрю, там тоже снизу уже пошли боковые отростки. Очень нарядно, красиво смотрится. Ранней весной я сажала здесь 3 цинии. Цинии великолепно себя чувствуют. Какое яркое сочетание. Вот все зеленое, зеленое и такие прямо ярко-красно-оранжевые цинии. Очень красиво. Здесь, помните, я сажала клематис тайга и подсаживала ипомею. 2 видов я ее посадила. Вот какая она красавица. Тоже такой интересный листик у этой ипомеи. Она уже выгнала бутоны, активно поднимается. Я думаю, скоро здесь будет такая нарядная, красивая зеленая стена. Должны красного цвета быть соцветия. И вот сирийский гибискус. Это гибискус Дюк де Брабант. Вот смотрите, он весь уже на бутонах, с бутончиками. Красиво. Это не такой высокорослый гибискус, как его сирийские собратья. Видите, даже форма листика у него более аккуратная, маленькая. Кустик такой сжатый, сдержанный, но он очень прямо хорошо подрастает. Уже, наверное, сантиметров по 40, по 50 его приросты. Очень аккуратный. Здесь, как вы помните, у меня вся зона рассчитана, чтобы затенить мой любимый прекрасный бук. Триколор, и вот я очень радуюсь, что все поднимается, значит, скоро ему будет еще больше тени, и он не будет гореть в наше палящее южное солнце. А здесь вот в ножках у гибискуса у меня растет горец, это горец красный дракон, тоже такое довольно тропическое растение. Тропический стиль, он не супер цветением там славится, а игрой вот этих ярких, красивых, нарядных листьев, такое преобладание зеленой массы. Но вот у меня еще везде преобладают ромашки полевые, которые у меня рука не поднимается вырывать иногда. Вот просто весь сад зарастает. Ну, оставляю в некоторых местах, любуюсь. И вот здесь вот набирает уже большое количество бутонов эхиноцея. По-моему, если я не ошибаюсь, это сорт как-то с бабочками связан, или полет бабочек. Такая она интересная, распустится, покажу вам, какой будет цвет. Здесь у меня борщелистный клематис. Очень красивый, интересный. У него, смотрите, такого черного почти цвета побеги. Очень красивый сам по себе листик, такой структурный. И вот он уже бутончики закладывает. Скоро эта вся куртинка будет хорошо цвести. Посмотрите, какая красавица, уже какая мощная и большая клещевина. Люблю эти растения, посадила очень много в саду, и с красным листом, это с зеленым. Она будет просто как огромное дерево по размеру. И вот у нее в сочетании с ней я посадила такую краснолистную канну, красавица. И жду, мне подруга пообещала передать банан, который у нас здесь зимует. И в эту же группу будет подсажен банан. Это такие тропики. Это будет очень красиво, очень нарядно. И вот посмотрим, как банан будет держаться, потому что молодой банан эту зиму у меня не перезимовал. У меня начинает цвести физостегия, это белая. Посадила вообще одну веточку, я поняла, что это просто такой доминирующий агрессор, но мне очень нравится это сочетание. Здесь у меня такая вот элегантная зеленая масса, мой нутканец кипарисовик, а сзади сиреневый шалфей. И вот это опять-таки сочетание белый с оттенками зеленого мне тоже очень нравится. Но вот не знаю, пока не убираю, понаблюдаю, как она дальше будет себя вести. Смотрите, как подросла индийская сирень. Это лагерстремия, это карликовая. Вот очень интересный сорт. У нее красного цвета кора и такие с красным оттенком листики. И когда она выгоняла в прошлом году бутоны, они смотрелись как такие ярко-красные горошинки, а потом такое цветение насыщенно-розового цвета. Очень красивый сорт. Очень я рада, что она у меня все-таки перезимовала. Вот такая тропическая южная диковинка в саду.
прошлом ролике показывала вам лиатрис. Вот уже какие большие-большие соцветия скоро наполнит нам тут сиреневым благоуханием сад. Сзади моя сосна. Карстен Винтерголд вот обсыпает прошлогоднюю хвою. Массив из лихниса корончатого, красавец яркий. И в этой же цветовой гамме расцвела георгина. Какая она, конечно, красивая. Ой, очень люблю георгины. Все мне тяжело это потом сохранять, так как у меня нет подвала. Ну, бесподобное растение. Но покупала ее, она должна была быть с черным цветом листа. Ну вот, оказался зеленый. Но цветок так прекрасен, что готова мириться с его зелеными, а не черными листьями. Бесподобная красивая георгина, она будет еще выше, будут расцветать еще в массиве бутоны. В этом году посадила прямо несколько сортов разных георгин. Буду вам показывать по мере расцветания. Вот каждый день подхожу к булку, любуюсь, нравится, мне начинает немножечко увеличиваться листик в размере. Боролась тут долго с гусеницами. Надеюсь, что все-таки победила. Но много листиков остались вот так вот зверски съедены. Красавец мой бук. Вот в прошлом ролике оговорилась, исправляюсь, вербена бонарская. Оговорилась, сказала Вероника. Вот она какая красивая. Расцвела уже. Ждем теперь, что она будет активно сеяться. Рыхлю тут почву, стараюсь, чтобы потом ей было очень комфортно. И семена вызрели. А сзади, посмотрите, я вам каждый раз показывала и говорила, что у меня растет монарда. И вот первый раз она расцвела. Бесподобно. Не могу вам передать запах, это просто волшебство какое-то. Смотрите, сколько здесь шмелей, какой красавчик, такой жирненький. Привлекает очень запах монарды. Вообще, душистый сад, вы должны понимать, что он у вас будет жужжать целый день. Вот прогуливаясь, бегу по саду, или там работы какие-то у меня садовые, и вот он просто наполнен вот этим жужжанием, и это, конечно, успокаивает, и такой умиротворяющий звук. Красивая монарда, красивый цвет. Я переживала, думала, будет самый обычный вот этот вот такой вишнево-розовый сорт, а сорт оказался такой красавчик. И в саду растет 2 куста ромашек, ну как вообще без них? Люблю ромашки, наверное, вот какое-то ощущение детства. Вот каждый раз весной всходит, буквально там 2 веточки, я думаю, ой, что-то с моей ромашкой случилось. И к июню месяцу это всегда уже просто вот такое прямо поле этих ромашек, красивое. После цветения они меня я их долго не терплю, они меня начинают раздражать, и я их быстренько, коротко срезаю, и думаю, все, срезала, наверное, опять потеряю свои ромашки. Нет, смотрите, красота. А вот еще один страдалец в саду. Сейчас боремся за его выживание. Это пузыреплодник Ред Барон. Я вам показывала, какой он был красавец, как он прекрасно цвел. Вот сейчас, наверное, возьму секатор и укорочу его прямо сильно. Пришлось его пересадить. Видите, какие везде ужасные дожди идут. Уровень воды сильно поднялся, его затопило. Я надеялась, что ситуация с водой нормализуется, но вот пузыреплодник пострадал раньше. Пересадила его и пересадила дерен. Ого, Чаулти, покажу вам сейчас. Дерен прекрасно себя чувствует, великолепно. Он даже не отреагировал на пересадку, хотя они растут одинаковое время, около 1,5 лет на берегу они у меня росли. Вот как страдает пузыреплодник. И какое прекрасное растение дерен. Можете пересаживать смело и не переживать. А вот показывала вам, у меня цвела мушмула. Первый раз в ее жизни в моем саду. Некоторые она сбросила, ягодки. И вот некоторые остались, и я, конечно, надеюсь, что они вызреют. Мне очень интересно, потому что это будет ее первое плодоношение. Красивый листик сам красивый, и деревце мне нравится, такое аккуратненькое, и взрослая мушмула, я ее видела на побережье, красавица. Вот будем надеяться, что все у нее сложится, и будет урожай. Показывала вам книфофию, которую в прошлом году посадила, она меня порадовала стрелкой. Так вот, смотрите. Это уже 2-я стрелка, она не перестает меня удивлять. Это отцвела, я ее сломила, и она тут же выгнала новую.
Вот красавица. Я жду, когда это будет очень большая розетка, будут очень большие соцветия, потому что она еще такая маленькая, но очень много дает деток, приростов, поэтому я думаю, скоро будет большой массив. Перед вами Дёринго Чалти, который я тоже пересадила. Пересадила, потому что приехала и увидела, как начал стрессовать листик, уже начал менять свой цвет. Видно было, что растению некомфортно. Вытащила его буквально из воды, пересадила, и он вообще не отреагировал, он даже не подвял, ничего. Он тут же начал продолжать гнать новые листики. Очень, видимо, выносливое, красивое растение. Сейчас наберет варигатность, окрепнет. Покажу вам, какой будет шикарный куст. Ну и, конечно, раз тропический сад, обязательно должен расти бамбук. И вот он, красавчик. Так радует меня, поднимается хорошо. Поливаю его, дожди его поливают, и я его еще дополнительно лью. Вот красивый бамбук очень. Можжевельник придется осенью пересаживать. Все думала, кого здесь оставлю, бамбук или можжевельник. Наверное, все-таки пересажу можжевельник. И вот здесь тоже растет клещевинка, это краснолистная, вот она уже поднимается. Еще листик маленький, потом будут такие огромные листья красивые. И по поводу ромашек, их в саду все-таки преобладающее количество. Вот эти ромашки тоже какие-то речные, они сами прилетают. В общем, я их тут не сажаю, но вот из года в год в этом месте куст. И даже потом вырывала его, и все равно он вырастает и цветет. А вот подруга подарила в прошлом году кустик. Такой маленький был кустик карликовых ромашечек. И вот он такой, смотрите, набитенький, такой весь такой цветущий, красивый кустик. Рядом с ним хлорозит моя швейцарская ива. Но у меня хлорозит у подруги, у бедной, вообще не перезимовала. Поэтому обрабатываю, надеюсь, что все с ней будет хорошо. Здесь цветут розы кардана. У этой розы прямо длительная история. Подарила сестра мужа. Она у меня в Ростове росла около года. Потом мы переехали. Потом она росла у меня в передней части там двора, в партерной зоне. Но там было много тени. Я ее в этом году достала. Она рассыпалась на 2 куста. Поэтому вот я посадила 1 и 2. И они так быстро уже сформировались. Красивая, обильно цветущая розочка. Подписчица одна мне задала вопрос по будлеям. Есть ли у меня в саду будлеи? Это действительно очень красивые, тоже южные растения. Я вот вам показываю мой сорт Moonshine Budma. Это желтолистная будлея. Я очень люблю вообще желтый цвет в саду. Я обожаю вот желтые оттенки и черно-бордовые оттенки. Это просто наслаждение. Вот лист просто нереально красивый. Нереально интересный сорт, очень красивый, карликовый, он невысокий, это уже его максимальная высота. Выгоняет хорошие такие уже соцветия, цветы у него будут фиолетового цвета, очень крупные, большие метелки, вы вот по бутону уже видите, наверное. Вот красиво такое сочетание, яркое, нарядное, фиолетовые цветы такие сиреневые, и ярко такие желто-зеленые листья. Показывала вам как-то, что у меня вот в куст бузины Black Lace прилетела семечко мальвы. Мне было так приятно, мне девушка написала комментарий, надо же, у Кати в сад прилетают вместо сорняков цветы. Конечно, ко мне и миллиарды сорняков прилетают, и днем, и ночью с ними борюсь. Но вот смотрите, какая красивая мальва в сочетании с этой черной бузиной, мне очень нравится. А вы любите инжир? Вот мы очень любим инжир, поэтому мы очень расстроились, когда он в этом году так сильно вымерз, такие большие деревья. Вот он прекрасно, в принципе, восстанавливается, уже такой обильный кустик большой. Вот все смотрю, жду, когда же он начнет ягодку завязывать, пока ягодки нет. Но как только появится первая ягодка, я вам обязательно покажу. Очень много в саду работы, хочется последний часочек до темноты еще что-то успеть сделать. Так что спасибо всем за проведенное вместе время и до встречи в саду!